Каждый, кто приходит в крипту, сталкивается с таким вопросом, как же лучше завести деньги на биржу, там на какой-то проект, купить криптовалюты. И вторая сторона — это как же вывести деньги из какого-то проекта, с биржи, с кошелька на банковскую карту или даже получить наличными. От новичка до старичка в этом нам поможет топовый обменник, а точнее агрегатор обменников, который объединяет в себя сотни других обменников по всему миру, которые помогут вам обменять любые деньги в любую сторону и убережет вас от мошенничества. Встречайте, это BestChange. Я с ним знаком с самого начала, как я только пришел в криптовалюту. Это было лето 2017 года. Я с ним познакомился и с тех пор каждый месяц им пользуюсь. Окно агрегатора обменников можно поделить на две главные части. Слева у нас зелененьким это то, что мы хотим поменять и на что мы хотим поменять. То есть здесь мы выбираем валюту, криптовалюту, NAL, без NAL и так далее. А справа мы видим список обменников, который поддерживает обмен в данном направлении, который мы выбрали. Ну, давайте возьмем, например, хотим мы вывести TRC20 и хотим вывести, например, на Сбербанк. Левая колоночка — это что мы отдадим, а правая колоночка — это что мы получим. Здесь сверху так и написано. Также работает поиск, все можно найти, потому что выбор здесь действительно большой. По умолчанию сортировка идет по колоночке «Получите». То есть это колоночка, которая указывает нам курс. И вверху у нас будет самый лучший курс, но всегда проверяйте, чтобы это было так, чтобы здесь вот стоял перевернутый треугольничек. Это значит, что сортировка идет именно по этому полю. И в данном направлении, то есть если обменять USDT в сети Tron, напоминаю, что USDT бывает же в разных сетях, то есть Tether бывает в сети ERC20, в сети эфира, в сети TRC20 и в сети BIP20. Это Binance Smart Chain. Самый популярный способ вывода тезера — это именно через сеть TRC20. Она быстрая, в ней минимальные комиссии. Итак, что мы видим в этом окошке? Первая колоночка — это название обменника. Вторая колоночка у нас показывает, что мы отдаем, то есть USDT показывает нам обменный курс. Колоночка резерв говорит о том, сколько у обменника средств, которые мы хотим получить. То есть если мы обмениваем тезер на рубли, то это будет именно объем в рублях. И вот, например, мы можем посмотреть, что у обменника F-Change, у него хотя и рейтинг хороший, 7800 операций позитивно проведено, но у него всего лишь осталось на балансе 7000 рублей, и он нам может просто не подходить, если мы хотим обменять больше. На это тоже обращайте внимание. И последняя колоночка, то есть очень важная колоночка, это отзывы. То есть это сколько люди сделали операций и сделали свои отзывы. То есть если у нас слева колоночка большая, циферка большая, то это наши позитивные отзывы и все отлично. И как видите, обменники в топе все имеют по нулям негативных отзывов и по несколько тысяч позитивных отзывов. То есть если у вас обменник вот какой-то такой имеет небольшое количество позитивных отзывов, то я бы, наверное, не советовал им пользоваться. Лучше выбирать обменники, у которых несколько тысяч позитивных отзывов. Какой у нас алгоритм действий? Мы выбрали сначала, что отдадим, куда отдадим. Потом отсортировали по колоночке «Получаете». И выбираем из первых там буквально там 2, 3, 5 обменников, у которых лучший курс. Что нам здесь важно? Ну, первое, что я сказал, это мы смотрим на резерв, чтобы у обменника хватало денег выплатить нам средства. То есть, ну, здесь, видите, 300 тысяч, здесь вообще 139 миллионов. Жирный обменник, да, Change Project. И смотрим потом количество позитивных отзывов. То есть, ну, буквально любой здесь обменник, даже вот первый у него 1400 обменов, ну, я бы выбрал второй обменник. У него резерв 300 тысяч, у него курс отличается вообще очень незначительно и большое количество отзывов. Но, в принципе, не стоит даже бояться вот таких обменников, у которых там 1000, там 1500 отзывов, потому что они специально ставят самый лучший курс. Видите, здесь 63 рубля 42 копейки, а здесь 49 копеек. То есть, ну, разница на большой сумме будет существенна. Ну, это как раз и есть тот способ, как обменник может выделиться на фоне остальных. Он жертвует своей прибылью, чтобы набить вот этот же показатель. Когда он набьет здесь показатель несколько тысяч, курс он тоже подровняет. Так что, в принципе, можно пользоваться этим тоже, чтобы сэкономить. Также, как вы видите, возле названия обменника у нас есть несколько значков. Стрелочка вверх у нас говорит, что обменник выплачивает средства через сторонние платежные системы, но на это обращать внимание особо не стоит, ни на что не влияет. Буковка М говорит, что обменник работает в ручном режиме. Это тоже, в принципе, не суть важно. Вы всегда можете зайти на обменник и там в чате вживую, там всегда есть люди, всегда есть поддержка 24/7, вам там ответят.
Можете уточнить, сколько времени занимает, допустим, операция. Но это все обычно занимает там, минут 5-10. Даже в ручном режиме никаких больших задержек нет. Если же вы видите такую вот стрелочку в два направления, это говорит о том, что обменник не фиксирует курс на момент создания заявки. В обычные времена это роли никакой не сыграет, но опять же, если вы обмениваете очень большую сумму, это может быть для вас важно. Тогда выбирайте обменник, который фиксирует курс. Это также может быть важно, когда идет резкое падение или рост монеты, ну, скорее всего, падение, когда идет, если вы выводите не в стейблкоине, например, а в какую-то монетку Ripple, Monero, там, Doge или еще что-то, то лучше тоже выбирать обменник, у которого нет вот этой двойной стрелочки, то есть цена будет зафиксирована для вас там на тех 10-15 минут на момент обмена. То есть, ну, эти основные моменты. Теперь давайте перейдем к некоторым нюансам. Смотрите, что мы можем, в принципе, обменивать на этом обменнике. Первый блок это у нас криптовалюты, которые принимаются на обмен. Как видите, биткоин, биткоин кэш, эфир, эфир классик, лайткоин, Ripple, Monero, Dogecoin, Dash. 3 варианта тезера в разных сетях, Tron, Binance Coin, Solana и Toncoin. Что же делать, если у вас, допустим, на бирже или на кошельке есть какая-то валюта, которой, допустим, нет здесь? Ну, это решается довольно просто. Если деньги у вас на бирже, вы просто на бирже обмениваете вашу криптовалюту, какую-то там малоизвестную, например, или какой здесь нет, на одну из этих. Или же, если у вас средства находятся, например, на MetaMask, либо на Tron кошельке, на Tron линке, то вы можете подключиться к децентрализированному обменнику, такому как Biswap, и здесь сделать обмен. Например, у вас есть там не BNB, а возьмем какую-то, допустим, ADU. У вас есть, вы можете ее обменять на USDT. Обмен происходит буквально за пару секунд, и у вас уже появляется на кошельке USDT в сети Binance Smart Chain, потому что площадка Biswap обменник работает в сети Binance Smart Chain. И тогда вам нужно будет выбирать вот этот пункт Tether BIP20 в сети Binance Smart Chain. Если же вы делаете это на бирже, то вам лучше выбирать Tether в сети TRC20. Почему так? Давайте мы сейчас нажмем на вот эту кнопку «Популярное» и посмотрим, в какую сторону самые популярные обмены. И как вы видите, больше всего денег на первом месте люди покупают биткоин со Сбербанка. На втором месте это обмен именно тезера TRC20. Люди, то есть свои криптодоллары, выводят на рублевый счет в Сбербанке. И то же самое на рублевый счет Тинькофф банке. Четвертая популярность операции это покупка биткоина за рубли с Тинькофф банка. Как вы видите, это самые популярные операции Тинькофф и Сбер, покупка биткоина и вывод тезера. Дальше идет Приватбанк, Монобанк. Опять же, операции биткоин и тезер это самые популярные. Ну, это все, в принципе, понятно. Да, люди, которые инвестируют, больше всего самая известная криптовалюта это биткоин. Ее именно и покупают за фиатные средства с банковского счета. А если выводить, то самая популярная монета, как я и сказал, это тезер в сети Tron, потому что там очень дешевые комиссии. Вывод с централизированных бирж стоит примерно $1 на любую сумму, а вывод с децентрализированных бирж, с кошельков, таких как MetaMask, там он стоит центов 30, еще дешевле. То есть это очень выгодно и удобно. Дальше, как видите, идут пары такие, как рублевый Киви на биткоин, эфир на Сбербанк, Юманы и так далее. В общем-то, можете здесь ознакомиться с самыми популярными. Возвращаемся на главное окошко. Давайте посмотрим, что дальше. Первый блок это у нас была криптовалюта. Можно менять, собственно говоря, здесь и одну криптовалюту на другую. Но это не основная задача данного обменника. Я все-таки им пользуюсь в основном, чтобы покупать и продавать крипту за фиатные деньги. Вы можете сказать, что уже давно существуют такие сервисы, как P2P. Они есть и на бирже Binance, и на там KuCoin, и на Huobi. Это все есть, но централизированные биржи это биржи, где нужно регистрироваться. Все сейчас они практически требуют KYC. И это, в общем-то, не быстро и не так удобно. А BestChange позволяет сделать это как раз очень быстро, не используя централизированные биржи. Следующий раздел, который предлагает нам к обмену BestChange, это электронные деньги. Это WebMoney, Perfect Money, YouMoney, Kiwi, PayPal, ADV Cash в двух вариантах, Pioneer тоже в двух валютах и Skrill. Даже не знаю, что это такое. То есть обменять можно как в одну сторону, так и в другую. Также можно обменять криптовалюту на PayPal и в любую, в общем-то, другую сторону, в какую вы не выберете. Всегда вы увидите соответствующее предложение, список обменников,
которые могут вам помочь в этом направлении сделать обмен. Следующий раздел — это у нас интернет-банкинг. Здесь представлены как раз банки Сбер, Альфа, Тинькофф, ВТБ, Приват, Монобанк, Каспий банк и уже непосредственно карты Visa и MasterCard. Карта Мир тоже здесь есть. Также есть денежные переводы и наличные деньги, что тоже может быть кому-то интересно. Например, опять же, выбираем тот же, пусть будет это у нас Тезер, и кто-то хочет получить, например, наличными доллары, то есть вывести доллары в доллары. Когда мы выбрали, нам сразу предлагает список обменников, которые готовы нам выдать на руки наличные доллары. И вот по какому курсу, как видите, есть больше чем десяток обменников, которые готовы выдать нам Тезер, криптовалютный доллар, больше чем 1 к 1 в нашу пользу на бумажные деньги. Ну, в основном это города Ташкент и Анталье. Там почему-то криптовалюта нужна больше всего. Ну, также и в Стамбуле. Если вам нужно выбрать какой-то свой конкретный город, выбирайте здесь страну. Здесь перечень стран тоже довольно большой, по-моему, около 80 стран. И вы смотрите, какие города есть. Возможно, вы не найдете прямо вашего города, но найдете город по соседству, ближайший к вам. Очень рекомендую к использованию данный обменник, потому что он сам фильтрует недоброкачественные обменники, у которых есть плохие отзывы. Ну и вы, собственно говоря, это все сами тоже можете увидеть вот здесь. На данной площадке сейчас обменников 401 штука и направлений для обмена 379 тысяч. Если вы нажмете на обменники, да, можете увидеть там список всех обменников. И прокрутив конец, вы увидите, что их действительно 401. И суммарный резерв — это прям 14 миллиардов долларов находится у этих обменников в руках. Можете здесь ознакомиться с показателями краткими данных обменников. На вкладке статистики вы можете посмотреть графики визуальные, понятные по нескольким характеристикам. Например, сейчас мы смотрим на график самых популярных обменников. И можем увидеть, что у нас 5% занимает вот такой вот зелененький обменник, это BTC Scale. Можете посмотреть рейтинг обменников по резервам в национальной валюте, в электронным валютам и по платежным системам. Допустим, выберем электронные валюты, то бишь это криптовалюты. Нажимаем кнопочку «Показать». И можем увидеть, да, что самые большие резервы у обменников у нас хранятся в эфире и в тезере. Ну, в тезере больше всего, это два графика 6 плюс 7%. Также можно выбрать период, за который вы будете смотреть этот график. От часа до 2 недель. Также для удобства, кто часто пользуется разными обменами многократно в день, можете установить себе расширение в браузер для Chrome, для Яндекса, для Microsoft Edge и для Firefox Mozilla. Есть расширение от BaseChange. Все полезные ссылки на ресурсы, которые я упоминал в этом видео, будут находиться в этом файле, ссылка на который есть в описании. Здесь вы можете найти также ссылку на обменник BaseChange, также и ссылки, которые помогут вам сэкономить на другие проекты, на централизированные, децентрализированные обменники, на некоторые игровые проекты и прочие полезные вещи для людей, которые связаны с криптовалютами. Ссылка на обменник BaseChange находится на 33 строчке. На этом, ребята, я с вами прощаюсь. Кому видео было полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и переходите в Telegram, там можете задать интересующий вас вопрос. А на этом все, всем пока.